Друзья, по вашим просьбам я решил сделать это видео, где я подробно расскажу, как сделать нож своими руками, без станков и мастерской в домашних условиях. Для этого я взял обойму от подшипника. Это чуть ли не самая лучшая сталь для ножа, которую можно найти везде, буквально под ногами. Я буду использовать самодельный горн. Как его сделать, я рассказывал в одном из предыдущих видео. Ссылочку на него я оставлю в описании. Разогреваем в горне и распрямляем. Не допускайте перегрева, если вы подожгли сталь, то она будет искрить, как бенгальский огонь. Такую заготовку можно только выбросить. Часто в интернете я вижу ролики, где куют так, ну или так. Но выбор ручника должен быть обусловлен прежде всего вашими физическими способностями и эффективностью разгонки металла. Я использую 1,2 кг. Ручник, кстати, это не стоп-кран в автомобиле, это ручной молот. Кстати, вместо клещей можно приварить сваркой пруток арматуры, а вместо наковальни любую массивную железку. Я, например, когда начинал, использовал боек кувалды, прилаженный к пеньку. Кончик клинка удобнее всего формировать ковкой на копье, а затем просто перегнуть на одну сторону. Не ленитесь проковывать спуски на ноже. Это не только улучшает свойства клинка, но и прилично сэкономит время на слесарку. После ковки нужно отжечь заготовку, так как, во-первых, мы приведем в порядок структуру стали, во-вторых, снимем напряжение, вызванное ковкой, и в-третьих, сделаем клинок мягче для более легкой обработки. Сделать это просто. Закопайте упаковку в угли и дайте остыть вместе с горном. Далее идет слесарная обработка. Я буду использовать самый простейший маломощный бытовой наждак, который можно найти чуть ли не в каждом гараже. Контуруем упаковку, формируем профиль клинка. Далее снимаем спуски. Я специально сделал без рекаса, так как для новичка такое будет проще. Кстати, шабрить камень можно вот таким алмазным кругом по бетону. Это нужно, чтобы абразив не засаливался и продолжал агрессивный съем металла.
Далее закалка. Некоторые закаливают так, от балды. Некоторые начинают трясти клинок в масле, как будто хотят взбить сливки. Это чревато искривлением клинка. Некоторые вообще все калят на воду, и в итоге клинок трескается. Я покажу способ, который дает стопроцентный результат, и сделать такое сможет каждый. Для этого нам потребуется магнит. Медленно нагреваем клинок и проверяем его на магнит. Когда он перестает магнититься, нагреваем чуть сильнее и закаливаем в масле, слегка перемещая клинок вверх-вниз. После закалки следует обязательно провести отпуск. Для этого у меня есть электрическая печь, но вы можете сделать это в духовке в домашних условиях. Хоть в газовые, хоть в электро. Установите температуру 180-200 градусов и закиньте его на 2 часа. Важно перед этим очистить его от масла, так как ваша духовка будет сильно вонять, и можно будет нехило огрести от жены. В общем, берегите здоровье. После термообработки продолжаем слесарить финишно. Тут уж кто что найдет. У меня был только обдирочный камень. Я шлифанул на нем, а затем по его диаметру сделал притир из дерева и доводил уже наждачками вручную. Теперь сделаем больстер. Для него в принципе можно использовать любой цветной металл. Я взял латунь. Размечаем по ширине хвостовика и сверлим. Для набивки больстера у меня есть такая трубка. Кстати, очень облегчает процесс работы. Если у вас будут щели между клинком и больстером, а они у вас поначалу будут, то возле них нужно накернить. Металл разгоняется в стороны и тем самым компенсирует зазор. Для ручки я использовал рукоять от кувалды, потому что это клен, его можно купить в любом магазине, и его параметры нам подходят, ну и загубить не жалко. Размечаем брусок, сверлим, главное это сделать ровно.
Для облегчения процесса получившуюся перегородку между отверстиями я прожигаю хвостовиком. На этом дереве это допустимо. Далее вклеиваем клинок на эпоксидку. В народе бытует стереотип, что такой монтаж ненадежный. За 10 лет моей карьеры не было ни одного случая, чтобы он подвел. Затем намечаем профиль рукояти и методично, не спеша, рашпилем снимаем лишнее. А вот и небольшой лайфхак. Как разметить центр на ноже? Для этого нам нужна простая нитка. Затем наносим разметку в торцах рукояти и продолжаем снимать лишнее. Потом переходим к напильнику и наждачке. Дальше я решил задекорировать рукоять. Делать это не обязательно, это уже на ваше усмотрение. После всех работ по рукояти ее следует защитить. Самый легкий и доступный способ – это пропитать льняным маслом. Вот и все, наш нож готов. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также я советую вам заглянуть в нашу группу ВКонтакте и в мой инстаграм. Все ссылки в описании. До новых встреч!